Здравствуйте! В предыдущем выпуске мы рассказывали вам о том, что такое социально опасное положение, которым так часто пугают родителей. Сегодня мы расскажем вам о самой процедуре постановки в СОП и тех органах, которые за это ответственны. При выявлении неблагоприятной для детей обстановки государственные органы информируют об этом отдел образования по месту нахождения детей. Сама процедура выглядит следующим образом. Отдел образования не позднее одного рабочего дня после получения информации о неблагоприятной для детей обстановке направляет ее в учреждение образования, школу, колледж и другие, в которой обучается ребенок. Если ребенок не достиг возраста 3 лет или не зачислен в учреждение образования, информация направляется в социально-педагогический центр по месту проживания ребенка. Руководитель учреждения образования или социально-педагогического центра в течение одного рабочего дня принимает решение о проведении социального расследования, в котором определяется персональный состав комиссии по проведению социального расследования, срок проведения социального расследования, который не должен превышать 15 рабочих дней, и порядок и срок обследования условий жизни и воспитания ребенка, а также дата проведения заседания Совета учреждения образования или социально-педагогического центра по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не позднее 3 рабочих дней со дня следующего за днем принятия данного решения комиссия проводит обследование условий жизни и воспитания ребенка. При этом составляется акт обследования условий жизни и воспитания ребенка, в котором отражаются сведения о ребенке, родителях и иных гражданах, проживающих совместно с семьей и участвующих в воспитании ребенка, а также о наличии либо отсутствии критериев и показателей социально опасного положения. Акт обследования рассматривается Советом профилактики, который принимает одно из следующих решений. Либо обратиться в Координационный совет по месту жительства ребенка для принятия решения о признании ребенка или детей, находящимся в социально опасном положении. Рекомендовать родителям в течение 3 рабочих дней обратиться за оказанием социальных услуг по устранению трудной жизненной ситуации или иной помощи в соответствии с законодательством. Либо информировать отдел образования об отсутствии критериев и показателей социально опасного положения ребенка или детей в семье. В соответствии с принятым решением в Координационный совет не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Совета профилактики направляется выписка из решения Совета профилактики, акт обследования условий жизни и воспитания ребенка или детей и информация по результатам социального расследования и предложения о мероприятиях. Указанные материалы рассматриваются Координационным советом в течение 14 дней. О дате и времени проведения заседания Координационного совета в обязательном порядке уведомляются родители. Координационный совет принимает одно из следующих решений. Либо признать ребенка или детей, находящимся в социально опасном положении, и определить мероприятия, обязательные для исполнения родителями и государственными органами. Либо отказать в признании ребенка или детей, находящимся в социально опасном положении, с указанием причин такого отказа. В дальнейшем, не реже 1 раза в квартал, Координационный совет рассматривает исполнение решения о признании ребенка или детей, находящимся в социально опасном положении. По результатам анализа исполнения родителями и государственными органами, а также иными организациями, решение о признании ребенка, находящимся в социально опасном положении, Координационный совет может принять одно из следующих решений. Первое. О внесении изменений и дополнений в решение о признании ребенка или детей, находящимся в социально опасном положении, в том числе о включении дополнительных мероприятий, изменении сроков их исполнения и ответственных исполнителей. Второе. Направление в комиссию по делам несовершеннолетних ходатайство о необходимости признания ребенка или детей, нуждающимися в государственной защите. Третье. О прекращении исполнения решения о признании ребенка или детей, находящимися в социально опасном положении, в случае устранения причин, повлекших признание ребенка или детей, находящимися в социально опасном положении, или по достижении ребенком возраста 18 лет, в случае избрания для него меры пресечения в виде заключения под стражу, осуждения его к наказанию в виде ареста или лишения свободы. Важно! Признание ребенка, нуждающимся в государственной защите, предполагает возможность отобрания ребенка. Решение о признании ребенка или детей, находящихся в социально опасном положении, может быть обжаловано родителями в течение 10 рабочих дней со дня его принятия в городские районные исполнительные комитеты, местные администрации районов в городах по месту принятия решения, а затем в суд.
Если вам нужна юридическая консультация, то вы можете заполнить заявку на помощь в описании под видео. Также задавайте свои вопросы в комментариях, и мы найдем на них ответы. Берегите себя. Пока.